Здравствуйте, друзья! Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, рассказала, как относится к идее смены спортивного гражданства для российских фигуристов в нынешней ситуации. На вопросы журналиста о том, могут ли задуматься лучшие российские фигуристы о смене спортивного гражданства, Ирина ответила, что об этом рассуждают только те спортсмены, которые не могут конкурировать с другими россиянами за место в сборной России для участия в международных стартах. Отвечая на вопрос журналиста о том, станет ли спортсмен предателем в нынешнее время, если сменит спортивное гражданство, Слуцкая ответила так. «Судя по тому, что в наше время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться еще долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало», рассказала Слуцкая в интервью «Спорт. День за днем». Попробую не согласиться с Ириной в оценке россиян. Вешать ярлыки на большую часть населения страны только из-за его несовпадающего с твоим мнением, по-моему, несколько странно. Как заметила Слуцкая, информационная война стала главным орудием борьбы в 21 веке. Ее влиянию подвержены абсолютно все. Именно благодаря информационному фону люди чаще всего занимают какую-либо позицию. И позиция Ирины тому не исключение. Надо понимать, что когда за ту же Слуцкую на международных соревнованиях болела вся Россия, это происходило не из-за ее личных качеств или какого-то невероятного катания, хоть она и являлась одной из лучших фигуристок мира. Всегда в первую очередь болеют за своих. Бесспорно, Ирина была прекрасной фигуристкой, и многие полюбили ее за неоспоримый талант. Но для подавляющего большинства болельщиков Слуцкая в первую очередь россиянка, которая сражается за честь страны против зарубежных фигуристок. Или, может, американцы болеют за Алису Лью, которая проигрывает россиянам по 50 баллов за то, что она невероятная спортсменка? Конечно, нет. Но если фигурист, за которого болели в первую очередь из-за того, что он россиянин, меняет спортивное гражданство, многие поклонники от него отвернутся. И это не из-за того, что они плохие или неадекватные. Сейчас в России сложно становиться всем людям. Не только у фигуристов наступают не самые лучшие времена. И далеко не все поддерживают идею, что надо быстрее ехать на Запад, раз на родине стало сложнее жить. Для многих нынешняя сложная ситуация – это время для объединения, для поддержки друг друга. И поэтому называть людей плохими за то, что они расценивают смену спортивного гражданства как побег от твоей страны, по-моему, странно. Более того, страна не бросает своих спортсменов. Конечно, в ближайшее время не будет мировых стартов для россиян, но Министерство спорта уже обещало проводить международные соревнования с участием спортсменов из стран, которые не ввели санкции против России. Если фигурист желает сменить спортивное гражданство, уехать из страны – это его личное право. От этого он не станет хорошим или плохим человеком. Он просто покажет, что для него на данный момент в жизни важнее. Также плохими не станут и болельщиками, если они разочаруются в нем. Это также их личное дело.